Лесопарк без преувеличений можно назвать легкими Харькова. Уникальный природный лесной массив на территории города является крупнейшим среди аналогичных лесопарков в Украине. Он расположен в северо-западной части Харькова. С юга и востока его ограничивают Павлово поле, Сокольники, поселок Жуковского, Большая Даниловка. С севера и запада парк граничит с окружной автодорогой, Пятихатками и Алексеевкой. Это естественный лес с множеством оврагов и балок. Одно из любимых мест отдыха харьковчан. Здесь можно окунуться в тишину отдаленных лесных троп, посидеть на берегу озера и реки. Однако не только живописной природой известна эта местность. Ее почти вековая история хранит немало фактов, легенд и достопримечательностей. История лесопарка начинается в 20-х годах прошлого века. Тогда территория природного леса составляла около 400 гектаров. С момента закладки городского центрального парка район будущего лесопарка рассматривался как рекреационная зона. Местные жители нередко выбирались сюда прогуляться тенистыми тропами и насобирать цветов. Официальное освоение лесопарка Сокольники-Померки началось в конце 1920-х годов. В нем обустроили аллеи и построили небольшие деревянные парковые сооружения. В 1930-х годах местность переименовали в Комсомольский лесопарк. После прокладки в 1930 году линии трамвая вдоль части Харьковского шоссе заметно увеличилась посещаемость лесопарка. А почему же переименовали в Комсомольский парк? Ибо благоустраивался комсомольцами, ниже которого в 1930 году было заложено на реке Сарженке озеро с пляжами, место отдыха трудящихся. В каком состоянии сегодня это озеро, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Во время Второй мировой войны было уничтожено более 70% зеленой зоны. В 1950-1960-е годы харьковские студенты организовали массовую высадку деревьев. Тогда же значительно увеличили и территорию самого лесопарка. Уже в 1987 году его площадь составляла 2385 гектаров. Начиная с 2000-х годов территория лесопарка начала стремительно сокращаться. Часть уникального лесного массива городские чиновники отдали под частные застройки. Уже в 2009 году территория лесопарка составляла более 2000 гектаров, а в 2010-е не менее 1900 гектаров. Из-за коррупционных схем чиновников харьковчане потеряли несколько сотен гектаров зеленой зоны. Лесопарк – это не просто место отдыха, но и уникальная рекреационная зона, на территории которой растет много редких растений. К биологическому разнообразию лесопарка относят более 40 видов животных и более 30 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины и Красный список Харьковской области. Весной здесь можно увидеть целые полянки подснежников, душистое разнотравье первоцветов. В мае практически на всей территории лесопарка цветет тюльпан дубровный. Многим деревьям здесь уже более 100 лет. Отдельные деревья достигают почтенного возраста 200-400 лет. А вот среди животных можно встретить немало лисиц, белок, ежей, даже кабанов. Последние, кстати, совсем не боятся гулять неподалеку от жилых районов, а иногда даже просто по проезжей части Харьковского шоссе. Однако в истории лесопарка есть и жуткие страницы. Именно на территории парка НКВД организовала настоящую харьковскую Катынь. Сюда, в 6-й квартал лесопарка, свозили тела расстрелянных палачами НКВД людей. Убитых стали свозить в 1937 году, в разгар сталинских репрессий. В числе жертв режима было немало польских офицеров, попавших в плен в 1939 году.
Тогда военных отправили в спецлагерь НКВД в Старобельск, но на расстрел повезли в Харьков. О тайном кладбище в лесопарке узнали в конце 1960-х годов. Тогда местные школьники раскопали несколько черепов. Дети решили организовать охоту за сокровищами и принесли около 2 десятков черепов в школу. Спецслужбы изъяли у школьников их находки и убедительно объяснили, что рассказывать об этом не стоит, а само кладбище приписали немцам. Якобы во времена оккупации города немецкие солдаты здесь расстреливали дезертиров. Территорию огородили колючей проволокой. Огласку история о зверствах советских спецслужб приобрела уже во времена независимой Украины. Архивы КГБ были рассекречены, а вместе с ними стали известны и тайны 6-го квартала лесопарка. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс, на котором увековечили имя каждой жертвы тоталитаризма. В 1940 году здесь были расстреляны 3809 польских офицеров и 500 мирных польских граждан. Так называемый квартал номер 6 стал местом упокоения и тысяч репрессированных и расстрелянных перед Второй мировой войной украинских граждан. 23 марта 2022 года мемориал был обстрелян российской армией в ходе вторжения в Украину. В одном из погребений застрял снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерч», содержавший кассетные элементы. Особенность лесопарка – большое количество напоминаний о Второй мировой войне. Здесь проходили кровавые бои и действовали партизанские отряды. В августе 1943 года войска, продвигаясь вдоль лесистой окраины города, прорвали оборону немцев и освободили Харьков. С того времени территория лесопарка пронизана бывшими окопами и траншеями, а кое-где можно встретить могилы неизвестных солдат. Здесь есть, например, могила неизвестного летчика. Однако кто он, доподлинно неизвестно. Также в лесопарке есть мемориальный комплекс славы. Построен в 1977 году на месте массовых расстрелов немцами во время Второй мировой войны. Рассказывать о нем я не буду, потому что есть отдельное видео на канале. На территории лесопарка есть живописное озеро. Его хорошо видно со стороны больницы скорой и неотложной помощи. Озеро появилось на месте слияния реки Сарженка с небольшим ручьем. В 1930-е годы его называли Комсомольским. Это живописное место много десятилетий являлось излюбленным местом отдыха рыбаков. Сейчас эта местность частично заболочена. Среди местного населения озеро обладает не очень хорошей славой. Поговаривали, что здесь раньше находилось старинное кладбище. По легенде, на водоеме можно встретить призраков. На самом деле, такими легендами озеро окутано из-за илистого дна и большого количества тростника. Еще одна изюминка лесопарка – детская железная дорога. Ее еще называют Малая Южная. Она начинается возле Центрального парка Харькова и продолжается в Сокольниках. Строительство дороги началось еще в 1940 году, но во время Второй мировой войны узкоколейка была полностью разрушена. Восстановили ее уже после войны.
В 2014 году детскую железную дорогу реконструировали. Кстати, для маленьких работников организовали специальные курсы. Стоит отметить, что есть и другие природные памятники в лесопарке. Это Саржин Яр, разделяет Павлово поле и Нагорный район. По ним протекает река Сарженка. Алексеев Яр, Алексеевская балка, разделяет Павлово поле и Алексеевку. Очеретинская балка разделяет Нагорный район и Большую Даниловку. Алешкин Яр разделяет село Олешки и поселок Жуковского. Вообще, официальным годом основания лесопарка считается 1893 год. Здесь еще остались дубы, которые росли во времена Харьковской крепости. Ну а как я уже сказал в начале видео, освоение лесопарка полноценно началось в конце 1920-х годов. Но вернемся в наши дни. В июле-августе 2022 года жители Харькова заметили на Харьковском шоссе вырубку больших деревьев. Позже на месте появилась тяжелая строительная техника. Стало очевидным, что там идет полным ходом какое-то строительство. Оказалось, что на территории лесопарка расчистили большой участок и начали бетонировать фундаменты. Никакого информационного стенда об объекте на месте работ не было. Пользователи соцсетей выдвинули версию о строящемся в лесу элитном объекте недвижимости. Официальную позицию мэрии тогда вышел озвучить заместитель Харьковского городского головы. По его словам, на этом участке планируется построить дорогу на выезд из микрорайона Сокольники. Но даже невооруженным глазом было видно, что это два отдельных строительных процесса. Там действительно строилась дорога, а рядом огражденное забором строительство. Официальных данных, кому принадлежит земля, кто ею пользуется, кто ведет строительство, в открытом доступе нет. Поэтому нельзя исключать, что участок за последние годы действительно был перепродан. Понятно, что территория лесопарка – это лакомый кусочек. Например, для строительства элитных коттеджей, коих тут и так достаточно. Строительство которых время от времени тут ведется еще с 2010-х годов. В настоящее время площадь лесопарка заметно сокращается. Границы лесопарка не разработаны и не утверждены. Поэтому происходит постепенный захват его территории. Застройка дачами и особняками. В 2016 году началось строительство первой асфальтированной велодорожки вдоль Харьковского шоссе. Завершено строительство было в октябре 2016 года. Протяженность велодорожки составила чуть более 7,5 километров. К сожалению, уровень экологической культуры многих харьковчан очень низкий. В результате остаются следы многочисленных костров, мусор, уничтоженные растения и сотни вытоптанных пешеходных тропинок. В результате хозяйственное использование территории лесопарка привело к ухудшению состояния и исчезновению многих видов растений. Еще в начале 1980-х годов специалисты понимали, что промышленному городу жизненно необходимы легкие. Следовательно, территорию лесопарка планировали увеличить. И это когда население Харькова было намного меньше. Экологи задаются вопросом, как так случилось, что мы позволяем безжалостно уничтожать лесной массив, который не только спасает мегаполис от духоты и летней жары, но и гостеприимно принимает тысячи не очень благодарных отдыхающих. За несколько лет уничтожается лес, который был сохранен ради нашего здоровья на протяжении столетия. Но у нас еще есть возможность сохранить это зеленое наследство потомкам.